Мы продолжаем наше кавказское путешествие, и сейчас вашему вниманию будут представлены два опроса. Один опрос мы провели в Ереване, это Армения. Второй опрос мы провели в Тбилиси, Грузия, соответственно. И я думаю, что эти опросы могут вызвать разные эмоции, разные мнения, негативные и позитивные, но вряд ли они оставят кого-либо равнодушными, потому что, меня не оставили. Меня зовут Анаида Рудзинян, я живу в Армении. Скажите, пожалуйста, что для вашей страны лучше, Евросоюз или Евразийский союз с Российской Федерацией? Для меня это всего лишь политика. То есть большие люди решают, что лучше для народа, но для меня будет лучше та страна и тот союз, который улучшит состояние людей в Армении. А какой вариант улучшит состояние армянского народа? Я думаю, что сама Армения должна о себе позаботиться, потому что последние события, что были в Армении, показали, что ни Европа, ни Россия особо нам не помогают. Так что мы сами должны о себе подумать. Какие события? Что случилось? Апрельское, когда перемирие нарушено было Азербайджаном, и началась война, которая, говорят, 4-дневная, но она и не заканчивалась, она продолжается. Потому что каждый день у нас на границе бомбят. Как я понял, вы сейчас говорите про Карабах, да? Да, это тоже часть Армении. Вы думаете, что Россия должна вам как-то помочь? Все люди, которые думают, что мы боремся за правое дело, они должны присоединиться к нам. Если Россия думает, что это часть Армении и она должна восстановиться, то да. Я армян, я родился в Ереване, живу мне 30 лет уже, я все время жил здесь, в Ереване. Скажите, пожалуйста, что для вашей страны лучше, Евросоюз или Евразийский союз? Вы знаете, это очень спорный вопрос. Мы все склоняемся к Евразийскому союзу, потому что у нас вековая дружба с Россией, у нас очень, как бы сказать, сплетенный экономическая дружба с Россией. Но есть некоторые нюансы, это лично мое мнение, естественно, не всего народа. Вот лично мое мнение, что так как мы не имеем границу с Россией сейчас, а Грузия не входит в состав Евразийского союза, так что у нас будут и уже начались некоторые трудности в этом аспекте. Плюс ко всему этому, я опять же повторю, это лично мое мнение, Казахстан и Беларусь не так склонны к нашей кандидатуре, как партнер, как Россия. Это лично мое мнение, потому что, как я думаю, это связано с тем, что и Беларусь, и Казахстан очень тесно не только работают, дружат с Азербайджаном. Вот главная проблема. А с другой стороны, в Европейский Союз нам попасть тоже нелегко, я опять скажу, потому что у нас многое зависит сейчас от России, у нас военная база. То есть, вернее, если мы откажемся от Евразийского союза и захотим попасть на Европейский союз, очень многое изменится здесь по отношению к России. Мне кажется, что все-таки мы более склонны к России, из-за этого у нас, слава богу, не было такого конфликта, как в Украине. Вот. Думаю, знаете, если будем на равных работать со всеми участницами, всеми государствами, то, естественно, будут очень многие плюсы, потому что у нас вся экономика, я опять же повторюсь, тесно связана с Россией. Меня зовут Лариса, я коренная армянка, я живу в Ереване со дня моего рождения. Скажите, пожалуйста, что для вашей страны лучше, Евросоюз или Евразийский союз России с такими странами, как Казахстан и Беларусь? Я думаю, Евразийский союз, Казахстан, Белоруссия.
А почему вы так думаете? Ну, по разным причинам. Во-первых, по этническим соображениям мы ближе к России, мы дружим давно. Ну, я так не сильно особо в истории, но, насколько я знаю, они по этническим корням ближе к нам и оказывают немалую поддержку, как финансовую, так и политическую, поэтому чисто мое мнение вот такое. А чисто экономически, думаете, что Россия это лучший вариант, чем Европа? Безусловно. Я живу в Ереване, меня зовут Миружан Васильевич, у меня русское отчество. Я думаю, на этот момент лучше с Россией, на этот момент. Но в принципе в дальнейшем я думаю, что мы должны быть с Европой. Потому что в принципе Армения это азиатская страна, она в принципе входит в Союз через Союз Европу, но люди еще, я не знаю, 100, 200, 300 лет тому назад они общались с Европой, то есть европейская страна, хотя она в принципе азиатская. Я думаю, мы еще не достигли того уровня, скажем, и в промышленности, и в принципе во всем, чтобы соревноваться с Европой. То есть наша продукция, думаю, еще не достигла того уровня, чтобы конкурировать с европейскими. То есть рынок такой, как Европа, мы еще не готовы к этому. Значит, для вас Россия выгоднее, чем ЕС? Не то, что выгодная, она еще, ну, не могу сказать родная, но она, в принципе, еще как большой друг когда-то было. То есть и там тоже не такой уровень, чтобы, скажем, наши продукции не могли конкурировать. Но с Европой, я думаю, пока что мы не можем конкурировать. Поэтому я думаю, на этот момент, на несколько лет лучше Азиатским Союзом. Значит, вы считаете, что Россия это лучший вариант, чем ЕС, потому что ваша продукция найдет там покупателей? Да, я так думаю. Я живу на две страны. Я живу и в Армении, и в России. Я армянка, чистокровная, если вас это интересует. Скажите, пожалуйста, что лучше для Армении? Евросоюз или Евразийский союз, с Россией? Мое личное мнение, что вопрос некорректный, потому что можно быть и с Европейским Союзом, и с Евразийским. Дальше. Все-таки мне кажется, что надо сделать какой-то выбор, ведь Армения это маленькая страна. Да, мы это осознаем. Пока что мы с нашим союзником есть и продолжаем быть с Россией. Исторически это наши друзья, наши союзники, с которыми мы прошли не одну сотню лет. Все эти русско-турецкие войны вы прекрасно знаете. На стыке была Армения. И несмотря на то, что политики делают очень много вредного для дружбы народов, тем не менее мы выстоим и российский народ, и армянский. Я надеюсь, что мы будем все сильными. Армения находится между Турцией и Азербайджаном. Этот факт толкает вашу страну в направлении на союз с Россией? Да. Во-первых, мы во Христе. Вопрос может быть снят уже с повестки дня. Как оцениваете отношения Армении с Азербайджаном и с Турцией? Друг мой, отношений нет уже и не может быть. С Турцией 100-летние отношения, с Азербайджаном уже 30-летние. Между нами кровь. Много крови. К сожалению, к моему, как человека, как христианина. Но этого не изменить. Армина Гаспарян, живу в Армении, в Ереване. Скажите, пожалуйста, что лучше для Армении, Евросоюз или Евразийский союз с Россией? Точно не знаю. Не знаю. А в случае, если бы Армения провела референдум, вы бы голосовали за Евросоюз или за Евразийский союз? Наверное, Евросоюз. Все-таки. Наверное, все-таки Евросоюз. Вам больше нравится Евросоюз? Да. Мне больше нравится Евросоюз, Европа.
Почему? Ну, не знаю, не было там, конечно. Но думаю, что лучше с ними. Меня зовут Лика, я живу в Тбилиси. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Украине? Дружественно очень. Как думаете, после революции на Майдане в Украине стало лучше или хуже? Наверное, хуже стало с политической стороны, да, но люди все-таки хотели свою свободу, свое слово сказать как-то, да, и может духовно им стало лучше, я так думаю, и более свободно. А в экономическом плане? Знаете, все-таки этот период, наверное, надо как-то проходить, потому что мы тоже очень часто за последние годы такое и у нас бывало, и даже несмотря на какой-то маленький вот такой момент плохой, да, обязательно там будет лучше. Я так думаю. Украина это страна, в которой идет война. Что это за война? Это война между Россией и между тем, что, ну, все-таки, ну, в принципе, так же, как у нас, да, они хотят свою землю, а Россия считает, что это их, наверное. Что думаете по поводу грузин, которые едут на Донбасс воевать за Украину? Знаете, все-таки, вот отходя от политики, в первую очередь, я думаю, что они это делают также из-за дружбы. Потому что они еще, во-первых, также очень много грузинов, в принципе, живут там долгими годами, да, и можно считать, для них это может даже и родина, да, вторая. То есть я все-таки думаю, что они это делают все из-за дружбы, в первую очередь, чем из-за политики. По вашему мнению, такие грузины, добровольцы, это герои? Конечно, да. Они для нас тоже герои, так же, как и все украинцы, которые защищают свою родину. Получится ли у Украины вернуть Крым, как думаете? Ну, дай бог, я не могу предсказать, да, прогноз какой-то не смогу сделать, но все-таки надо стоять сильно, конечно, за то, что свое, и за свою родину, и за свою землю. В принципе, знаете, все-таки, наверное, в первую очередь надо постараться, ну, как-то мирными путями все сделать, потому что все-таки в первую очередь страдает простой народ, да, всегда это так, и в политике, и в войне, и так далее, да. Население Крыма хочет обратно в Украину или не хочет, как думаете? Я думаю, что украинцы хотят назад на свою землю. Значит, жители Крыма хотят обратно в Украину, правильно я понял? Да, наверное. Меня зовут Бенгол Мидия, и я живу в городе Тбилиси. Что думаете по поводу Украины? Какое у вас отношение к этой стране? Да, я думаю, что Украине наши братья. И думаю, что их нужна наша помощь. Потому что, ну, как ни крути, они тоже нам помогали, когда была у нас война. И думаю, если в армию пойду, то в Украину тоже пойду. Вы бы хотели поехать воевать в Украину? Да. Типа защищать ее? Да. Я слышал про таких грузинов, как Доберман или 13-й из батальона Донбасс. Что вы думаете о таких людях? Ну, они герои. Конечно, потому что они воюют за их братья. И думаю, что они заслужили, что они думали так же, как мы думаем о украинцах. Вы тоже хотели бы стать таким героем, как Доберман или 13-й? Почему бы нет? А кто воюет на Донбассе? Что это за война? Гражданская или нет? Не, конечно, это из-за России. Они не все, но у них политика такая, чтобы они хотят этого, чтобы воевали. Ну за что, я не знаю, конечно, но это из-за России. А как думаете, в Украине после Майдана стало лучше или хуже? Я не знаю много об этом, но да, хуже, наверное, потому что война это плохо все равно.
И люди погибают, теряют работу, и деньги, и даже дома потеряют многие. И это очень плохо. Хорошо, а если вы действительно получите обучение в грузинской армии, вы поедете в Украину? Да, конечно. В качестве добровольца бесплатно или за деньги? Не, бесплатно. Конечно. Меня зовут Малсас, 42 года. Что думаете об Украине? Украине, я думаю, что надо очень сильно реформировать и быстро. Я думаю, что Россия очень плохой роль играет сейчас в Украине, как в Грузии сыграл он, когда 2008 вошел в Грузию и аннексировал наши территории, точно так же сделал в Украине. Та политика Путина, который надо весь мир. Кто виноват в том, что в Украине после Майдана стало как бы хуже? Новое правительство или Путин? Это проблема и Путина, и в общем, если в стране едет война, тогда весь экономика такой страны, как Украина, быстро разваливается, и он не сможет быстро свою экономику восстановить, потому что больше ресурсов идет на войну. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к грузинам, которые едут на Донбасс воевать за Украину? Нормально, потому что у нас общий враг, российская Путин, не народ России, но власти России и солдаты российские, которые вот в Абхазии сегодня, вчера убили молодого гражданина прямо у границы. Русский солдат вышел из своего территории, вошел в грузинскую территорию и убил простого гражданина. Хорошо, значит, получается, грузины, которые едут воевать за Украину, это ваши герои? Конечно, герои, потому что украинцы тоже воевали здесь у нас в Абхазии. И 2008-го ими должны друг друга защищать. Потому что должен все вместе воевать против Российской империи. А то Путин и Путинского империи, который он хочет создать новый Советский Союз. Получится ли у Украины победить в войне за Донбасс и вернуть под свой контроль Крым? Если Украина останется одна, тогда не может, но если весь Евросоюз и Америка станет рядом Украины, тогда может победить Путина и Россию. Меня зовут Мария Млешева, я живу в Тбилиси. Скажите, пожалуйста, что думаете об Украине? Я думаю, Украина наш друг. Страна как друг. А почему? Мы любим Украину. В Украине после Майдана людям стало жить лучше или хуже? После Майдана я думаю, что там стало хуже жить. Почему? Потому что там была война. Была или еще есть? И будет, я так думаю. Что думаете о грузинах, которые едут на Донбасс воевать за Украину? Они герои, я так думаю. Хорошо, а против кого они воюют? Против России. Против России? Да. Вы считаете, что Россия это типа такой общий враг Украины и... И тоже Грузии. Он очень общий враг, я так думаю.